Под кулак бога подразумевается Доппа Орочи, или же бог войны. Это каратист, создавший свой стиль. И такому прекрасному человеку выделили отдельный спин-офф о его приключениях. Но данная манга начинается не совсем от Доппа. Сначала в ней упоминается Юичиро. Конечно, как же без бати у бати спинобойца Баки. На тот момент про Ханму мало кто знал. Он скорее всего колесил по земле и участвовал в боях, где был активной грушей, которого топтали в грязь. В данном примере нам как раз таки показывают в этих моментах, что Юичиро этим зарабатывает баблишко. После матча к нему подошел Орочи. Молодой Доппа, можно сказать, в пике своих сил, и, как говорится, набил Ханме рожу. Сломал челюсть. Хотя сам Юичиро это ему позволил. Ведь ему понравился этот парниша, и он хотел посмотреть, чего тот стоит. А вся эта сцена была нарисована для того, что Доппа осуждал Ханму за то, что тот испоганил свою честь, и хотел ее исправить. Но как мужик сказал, так он и сделал. Он унизил бойца, против которого сражался Юичиро, тем, что нанес жесткие травмы с такой легкостью и грациозностью, а после потребовал, чтобы информацию о бое, который был подстроен, выставили на всеобщее обозрение. И таким образом Ханма был рад тому, что Доппа Орочи смог отстоять правду. А если ты увлекаешься боевыми искусствами и тебе нужна экипировка, то в магазине Sportfighter есть все, что нужно. Боксерские перчатки, экипировка для единоборств, форма для выступлений на соревнованиях, различные кимоно, а также защита. Помимо этого много рашгардов для взрослых и детей. Есть повседневная одежда символика единоборств. Поэтому, если вам нужна экипировка, то приезжайте в магазин Sportfighter в Петербурге или заказывайте на сайте sportfighter.rf. Ссылка в описании под видео. Далее Доппа отправляется дальше. В этот раз его противником стал профессиональный мечник. Хотя он не на уровне Миямото Мусаши, но все равно Монобровику есть что показать. Орочи хочет выйти раз на раз со сталью. Это типа проверки его умений, способностей. Однако, как ни крути, но в данной ситуации клинок острее руки. Из-за этого Доппа пришлось защищаться. Благодаря этому хитрому приему бог войны смог контратаковать и вынести его. Через некоторое время мы видим Тогукаву. А если он присутствует в спин-оффе, то полдела сделано, я считаю. Манга удалась. Дед каким-то прекрасным чудом ощутился рядом с Орочи, который ловит рыбу голыми руками. Все мы понимаем, что это ерунда по сравнению с тем, что его будет ждать дальше. Цель Доппа – это сделать так, чтобы на небольшом острове, на котором он сейчас находится, не осталось никакого зверья. И тогда в итоге на этом острове останется только один тигр. Голодный, жаждущий вкусить плоти. И тогда бой этот будет на полном серьезе. Сразу скажу, тигру не повезло. Вместо человеческой плоти он вкусил человеческого карате и вкусил до смерти. Начинается новое приключение, и в нем принял участие слепой мужичок, который с помощью слуха и осязания мог покалечить любого ноунейма. В первые секунды он спалил Орочи, хотя его первый противник, тот рестлер, не мог сделать того же. Доппа стоял за его спиной долгое время, а в этой ситуации бог войны не смог засталкерить чела. С помощью слуха он распознал телосложение Орочи, его вес, рост и так далее. Это весьма восхитительная способность. А далее тролль-удар камушком от слепого. После оказывается, что этот слепой Ванга является мастером боевых искусств. Битва начинается. Калека подходит к Доппа вплотную. Они чуть не коснулись лбами. Далее удар. Орочи теряет равновесие, и тут ему прилетает еще один прямой. Но он смог увернуться. Файтинг продолжается, однако недолго. Орочи смогли с помощью карате ударить по гортани. Но наш крепыш не из теста сделан. Доппа за доли секунды нанес удар в область затылка и смог вправить зрение калеки. Конечно же, человек, который никогда не видел мир своими глазами, ощутил странный дискомфорт от света. То, что все расплывается в цветах. Бой он не смог продолжить, так как стоял в стане. Доппа с ним попрощался. Однако тот попросил вернуть обратно, как было. Да уж, называется «помогаешь людям», а им все не так. Орочи лишил его глаз, и тот с искренней улыбкой поблагодарил молодого мастера. Спустя некоторое время мы видим опять Тогукаву и Орочи. Дед хочет нанять бойца, чтобы тот сражался на подпольной арене за его имя. Но Доппа лишь бы подраться, чертов садист. Против него выставляет дзюдоиста с ростом 204 сантиметра. Удар в колено, но Орочи смог запросто увернуться. Бог войны в ответку наносит удар головой. Кровь так и хлещет. Бросок от громилы. Но зря он на него сел, очень зря.
минус один глаз, а после удар по яйцам. Великан падает. После сломанная челюсть и завершающий удар ногой. Орочи выиграл этот поединок. Их сцена закончилась тем, что дзюдоист, как станет сильнее, снова вызовет на бой каратиста. Но думаю, если это так, то для дзюдоиста опять все плохо кончится. Спин-офф получился довольно интересным. Конечно, в нем было мало глав. Но что есть, то есть. Побольше бы, конечно, хотелось узнать про Ючера. А вообще, спасибо хотя бы, что показали малую часть его жизни. А если тебе понравился ролик, то предлагаю поставить лайк под это видео. Тебе не трудно, а мне приятно. И подпишись на канал и группу ВКонтакте по-братски. Пока.